Друзья, совсем скоро стартует розыгрыш грин-карт в США 2024 года. У каждого человека есть шанс попасть в США благодаря удаче. Чтобы участвовать в лотерее, не нужно быть крутым специалистом, ученым или спортсменом, участвующим в Олимпиаде. Я лично много знаю людей, которые переехали в США, так как выиграли в лотерею и получили грин-карту. Но прежде чем я расскажу, как участвовать в розыгрыше грин-карты и заполнять анкеты, позвольте представиться. Меня зовут Андрей Солодов, я аккредитованный иммиграционный представитель из города Форт Лодердейл, Флорида, США. На официальной странице лотереи сайта Госдепартамента появилась информация о сроках подачи заявок от желающих участвовать в розыгрыше лотереи грин-карт на 2024 год. Регистрация будет проходить строго с 5 октября по 8 ноября 2023 года, а результаты объявят весной следующего года. Обратите внимание, заполнять заявление можно будет только на официальном сайте лотереи. Ссылку на него я оставлю в описании к этому ролику. Почему именно на этом сайте? Перед стартом розыгрыша грин-карт в сети появляется множество мошеннических сайтов, которые могут выдавать себя за сайты лотереи грин-карт. Заполнив заявление там, вы, естественно, не выиграете никакую грин-карту, а только лишитесь ваших денег и персональных данных. Поэтому будьте внимательны. Обязательно проверяйте тот сайт, на котором вы собираетесь заполнять анкету на участие в розыгрыше грин-карты. Теперь поговорим про само участие в лотерее. Участие абсолютно бесплатно. Нет никаких дополнительных взносов, пошлин и прочих платежей. Поэтому, если вас просят перевести какую-то оплату, это 100% мошенники. Для заполнения заявки не требуется знание английского языка, по крайней мере, они если требуются, то совсем минимальными. Поэтому справиться с этой задачей может каждый. Очень важный момент. Нужно заполнить заявку правильно и корректно. Иначе, если вы выиграете грин-карту, то у вас ее могут аннулировать. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, можете обратиться ко мне за помощью. Я и моя команда сертифицированных специалистов помогут вам правильно заполнить анкету и избежать ошибок. Согласитесь, будет обидно, если из-за банальной опечатки у вас аннулируют грин-карту. Нужны ли данные паспорта для участия в розыгрыше? Нет. Никакие сведения и данные паспорта не требуются при заполнении анкеты. Они вам понадобятся только в том случае, когда вы выиграете грин-карту и будете подавать документы на получение визы. В феврале 2022 года Федеральный суд округа Колумбия отменил правила эпохи Дональда Трампа. Это так называемое правило паспорта, в рамках которого для участия в лотерее грин-карт было обязательным требованием наличия действующего паспорта. Для многих иммигрантов, особенно из более бедных стран, паспорта доступны в ограниченном количестве, и зачастую их получение недешевое, сопряжено с длительными задержками, и иногда даже может быть невозможным для тех, кто не купил билет для международных поездок. В результате отмены этого правила, теперь заявителям на участие в лотерее грин-карты не потребуется предоставлять паспорт до тех пор, пока они не узнают, что выиграли в лотерее, и не подадут заявление на получение визы. Я рекомендую заполнять анкету в первые дни старта, то есть начиная с 5 октября 2022 года, так как ближе к концу этого срока сайт начинает заметно притормаживать из-за увеличения потока участников, поэтому не откладывайте это на потом. Перед заполнением вас попросят ввести проверочный код. Обратите внимание на время заполнения анкеты. Заполнить анкету нужно успеть за 30 минут. Заполнение имени и фамилии. Крайне важный момент. Middle name, второе имя, это не отчество, поэтому ставим галочку No, то есть у вас его нет. Пол участника лотереи male, мужской, female, женский. Дата рождения. Тут все просто. Единственная трудность может возникнуть у тех, у кого фактическая дата рождения отличается от той, которая указана в свидетельстве о рождении. Указывайте ту дату, которая указана в вашем свидетельстве. Город, в котором вы родились, страна рождения, указывайте именно текущее современное название страны. Страна, от которой вы участвуете в лотерее. Если вы родились в одной стране, а сейчас проживаете в другой, укажите именно ту, в которой вы родились. Страна рождения, она может быть только одна. Также необходимо предоставить фото для Green Card Lottery. Контактный адрес, in care of, именно кого зарегистрирован адрес. Адрес Line 1 – это улица, дом, корпус, квартира. Если не хватило места, можете заполнить Line 2. Соответственно, дальше указывается город, это фактически город, в котором вы проживаете, district, country, province, state – это область проживания, postal code, zip code – это ваш почтовый индекс, country – страна, и, соответственно, страна, где вы проживаете в настоящий момент, номер телефона, электронная почта. Прежде чем давать свой email, убедитесь, что он действующий. Это важный момент, так как это будет ваш единственный способ, чтобы восстановить номер участника, если вдруг вы его потеряете. Касательно уровня образования.
Для участия в грин-карт лотерее обязательно наличие как минимум школьного образования. Primary school only. Начальная школа имеется в виду полный 9 классов. High school, no degree, средняя школа без аттестата. Например, если вы пошли после 9 класса в 10-11, но по каким-то причинам не закончили, при этом у вас должен быть подтверждающий документ, что вы учились. Если такого документа нет, тогда выбирайте primary school only. High school degree, средняя школа с аттестатом. Это полные 11 классов. Some university courses, неполное высшее образование. University degree – это высшее образование. Семейное положение. Unmarried – никогда не был замужем, никогда не был женат. Married – замужем, женат. Divorced – разведен, разведена. Widow – вдова, вдовец. Legally separated – в странах СНГ нет юридически закрепленного статуса legally separated, то есть вам он не потребуется. Касательно детей. Здесь нужно указать количество детей до 21 года, которые не состоят в браке. Даже если вы в разводе, то указывайте детей, которые, возможно, не живут с вами и могли даже сменить фамилию, но они биологические родственники вам. Их указывать обязательно. Перед отправкой анкеты внимательно перепроверьте все сведения и только после этого нажимаете на кнопку «Отправить». После этого вам присваивается номер участника лотереи. Обязательно сохраните его, так как без этих данных вы не сможете отслеживать статус участия. Проверка результатов на сайте. Единственный способ узнать о результатах лотереи. Никаких электронных или обычных писем Госдепартамент присылать не будет. Как происходит отбор? Победитель определяется в случайном порядке компьютерной программой. Поэтому любой участник, который правильно заполнил анкету, сможет оказаться обладателем грин-карты. Весной 2023 года будут объявлены результаты. И, соответственно, если вы выиграли, то сможете отправиться в США уже в 2024 году. Что делать после того, как вы победили? Об этом я обязательно запишу ролик, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не упустить новые выпуски. И в завершении ролика я пробегусь по самым актуальным распространенным вопросам, которые часто поступают. Каждый член семьи может заполнять заявку. Да, каждый член семьи может подать отдельную заявку от себя. Поэтому муж может подавать заявку на участие в лотерее отдельно от своих супругов. Если я допустил ошибку, можно ли ее исправить после? Нет. После отправки анкеты вы уже ничего не сможете исправить. Любые изменения – это сразу дисквалификация. Поэтому внимательно заполняйте анкету, лучше на несколько раз перепроверить данные. Если я не живу с женой, но еще не развелся с ней, указывать ли это? Обязательно. Вы указываете статус «женат», так как на момент заполнения анкеты вы все еще состоите в браке по документам. Итак, на этом все. Надеюсь, что этот ролик поможет вам правильно заполнить анкету и выиграть заветную грин-карту. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!